Всем вам самый горячий вселенский привет. Смотрите, что здесь будет происходить. Конечно, можно выбрать колоду, Таро или Ленорман. Я советую смотреть все видео, потому что в процентном соотношении что-то будет варьироваться, у каждого свой вариант. И карты ангелов. Я для начала возьму карту ангелов для вас, которая будет благословлять вас, давать вам направление, защищать от негатива, давать силы. И ангелы всегда призваны это делать. Мы это знаем. В разных культурах то же самое говорится, и это свидетельство о правдивости ангелов. Они есть, они нам помогают. Это просто невидимый мир. Невидимый мир намного больше, чем видимый. Возьму одну карту ангелов, которую мы будем рассматривать в конце видео. И я начинаю. Устраивайтесь так, чтобы вам было удобно. И главное, чтобы вы с пользой для себя провели время и тоже отдохнули. Это, кстати, самое главное, потому что отдохнувший мозг, он чудеса творит. Кстати, это карты Кипер, что я сейчас готовлю. Карты Кипер немецкие, они очень четко и грамотно, правдиво, точно предсказывают, чего вам ожидать, что готовит судьба, а вы еще не знаете, к чему вас подводят высшие силы, что хорошего произойдет. Начинаем с карт Таро. Подснимаю, потому что для вас сделаю. 3 первые карты пошли. Итак, пятерка жезлов в прямом движении. Что здесь самое главное усвоить? То, что сейчас происходит вокруг вас, это совсем не борьба. Это просто каждый человек формирует свое мировоззрение. Да? Пятерка жезлов – это позитивная карта. Понимаете, когда люди, вот Олимпиада, да? Когда люди меряются силой, чтобы понять, на что я способен. Не то, чтобы быть первым. Это не главное. Главное понять, на что я способен. Каждый человек соревнуется сам с собой. И здесь это понятно. Пятерка жезлов – это такая внутренняя Олимпиада. Но она происходит в процессе общения с другими людьми. На что я способен, где мои сильные стороны, где мои таланты. Вот если вы спрашиваете у себя такие вопросы, себе задаете, вы найдете ответ. Не волнуйтесь о том, что задействованы другие люди. Ну, такой мир. Задействованы разные энергетики. Главное, чтобы не видеть в других людях какую-то конкуренцию. Потому что каждый человек конкурирует только с собой. Нет вообще конкурентов, потому что каждый человек – это повторимый, неповторимый совершенно жизненный путь. И вот по этой карте, если конкуренция на работе, понимаете, это зависит от того, как вы это видите. Смотрите это на то, так, как будто вы себя самоутверждаете, ищите свой путь, ищите, как вы взаимодействуете с миром для своего успеха. Но не забывайте тоже здоровье. Потому что если некоторые конкуренты конкурируют с вами не совсем порядочно, да, например, обижают вас, например, хотят использовать, но это больные люди. Они вам вообще не нужны, они вам не интересны, они глупые. Потому что они не могут повторить ваш путь, они не могут вам помешать, если вы их не испугаетесь. Эта карта хорошая. Она говорит, что в споре рождается истина. И вот эту истину вы действительно узнаете в это время. Здесь намек нам девятка жезлов перевернутая на то, как не нужно делать, да, в этой именно конкуренции. Это может быть конкуренция за мужчину, в семье, за родителя, за ребенка, да, все вот такое все в мире. Но если мы видим это как ущербную конкуренцию, мы раним свое сердце, раним свою голову, очень вредно для здоровья умственного и физического. А сейчас здоровье супер важно, вы знаете об этом. Эта карта перевернутая говорит, понимаете, то, что вы сейчас чувствуете себя очень больно, плохо, да, это влияние других людей. Но вы поверили в то, что они думают о вас. И поэтому вы пострадали. То есть частично, конечно, они виноваты, но частично вы сами, потому что вы допустили этот негатив. Вы поверили, что что-то с вами не так. Давайте я переверну эту карту, во-первых, чтобы магию сделать, магию целительства, а во-вторых, чтобы вы ее увидели лучше. Вот здесь, смотрите, когда вы выходите на общение с другими людьми, в семье или по делам, вот не делайте вот так, потому что карта была перевернутая. Не оставляйте всю свою силу сзади. Как бы ее и нет у вас. Из 9 сил вы взяли только одну с собой, когда вы говорите с другими людьми. Выходите во всей своей силе. Представляйте себя миру во всей красе, и тогда мир будет
с вами очень хорошо взаимодействовать. И я вижу, что все эти советы даны для того, чтобы вот этот туз чаш реализовался. Потому что когда вы будете действовать так, как вот эти карты вам только что подсказали, этот туз чаш из перевернутого, то есть сомнения, страдания, обиды, печаль, перевернется так, а это шанс на примирение, голубь. Причастие – это означает быть сопричастным с тем человеком, которого вы любите, семьей, дети, родители, другие люди, соседи, сопричастны быть. Да, сопричастие в жизни. Мы все в жизни находимся, поэтому мы сопричастны. Причастие, как раз об этом. Я, девочки, церковную магию делала, потому что я в церкви работала 30 лет, кто не знает, да? Вот такое дело. Поэтому я вам четко говорю, что это примирение с любимым, примирение на работе, примирение с собой. Вообще это самое главное, но люди обычно этому внимания не придают особого. А я вам говорю, что это важно. Это паж Пентаклей, он вышел в перевернутом значении. Если паж Пентакль в прямом значении выходит, это говорит о том, что поиск денег идет своим чередом. Вы добьетесь денег, много денег. В перевернутом вы ищете не там, где нужно. Вам нужно поискать в других местах деньги. То есть профессионально где-то, может, лучшее место, может быть, лучших заказчиков, может быть, лучшую для себя ситуацию. Поищите в других местах. Мы часто не видим всего. Но это так, это все люди, даже самые такие, которые стараются увидеть. Ну, второго Христа нет на земле, как и нет второго Будды, да. Мы не можем видеть все. И карты часто напоминают вам, посмотрите в других местах, где можно заработать, где можно что-то выгоднее купить или продать. Потому что пажи обычно представляют поиск. Ищите в других местах, и вы обязательно найдете. Посмотрите, этот паж, он не сдается, потому что паж – это молодая энергия поиска, когда люди не сдаются, когда люди находят то, что ищут. И вы найдете то, что ищете, но ищите в других местах. Вы поняли, о чем я говорю, наверное, да? Вот здесь у нас 4 жезлов в прямом движении. Я перевернула пажа в правильное движение, потому что это не только предсказание, но тоже целительство. То есть будете искать в правильных местах и найдете. Потому что 4 жезлов – это уже праздник. Когда произошла успешная купля, успешная продажа, когда вы добились чего желаете, когда у вас уже праздник и в душе, и в материальном понимании. То есть здесь и примирение, здесь и поиск нового партнерства, здесь ремонт дома, здесь купля новой недвижимости какой-то, здесь даже переезд, то, что вы мечтали и долго не могли найти сейчас, потому что вы расширите свой круг поиска по пажу Пентакли, вы найдете то, что искали. Здесь возврат вашей силы, избавление от любого негатива, вот об этом шла речь в первых картах, да, когда вы ищете и находите то, что искали. И знаете, что самое лучшее? Это не то, что вы станете богаты, вы 100% станете богаты, обеспечены, счастливы. Здесь даже вот встреча любви или примирение, если вы с человеком, если вы в семье, но очень трудно в семье долго сохранять любовь. Очень трудно. Это колоссальная работа, но сейчас все, что вы делали правильно. И у вас будет успех, то есть примирение, спокойная, счастливая жизнь, без ссор, без скандалов. И знаете, почему я еще знаю? Потому что вот эта карта очень интересная, 2 меча перевернутая здесь. Если бы она в прямом движении была, я ее, кстати, оставлю в перевернутом, потому что в таком движении она лучше. Если бы она была в прямом движении, я бы сказала, ну вы очень боитесь негативного влияния. И слева, и справа негатив. Луна показывает на волнение, на переживания. Но Луна тоже показывает на перемены. Будет перемена в сознании. Перемена в том, где вы живете, окружение ваше поменяется. И эта перемена приведет к тому, что вы не будете больше бояться. Идти влево-вправо, как у нас говорили, влево-вправо расстрел, да? Помните такое выражение? Вы больше не будет никаких вот этих клише, навязанных вам. Якорей, может, родовых, может быть, из детства, из юности. Не будет больше этого. Вы откроете глаза. Почему вы боитесь? Потому что глаза закрыты. Вы не знаете, куда идете. Естественно, боитесь. Откроются глаза, будет откровение. И вы выйдете из неприятностей, у вас пройдет вот это негативное влияние. Потому что здесь я вижу, когда карта перевернутая, кто-то вам навязал что-то. Вас хотят использовать, вами хотят управлять. Вас хотят завести в ненужные вам какие-то сложности жизненные, да?
Вам хотят доказать, что вы не звезда. Вот не звезда, вы говорят, да? Там это у вас не так и другое не так. У вас все правильно. И когда мы стесняемся чего-то в характере, во внешности, мы сами себе вредим. У вас все правильно. Эта карта намек, что вот как в воду вливает, и вода выливается. Что вода, когда вливается и выливается, она наполняется кислородом. То есть очищается. Это очищение ваше. Это очищение от неправильных выводов, которые вам сделали люди другие. Жизнь как есть, она идет как идет. Из нее можно брать ресурс. Но вы делаете неправильные выводы, что все плохо и у вас ничего не получится. Потому что вам сказали, может быть, в детстве навязали эту идею, что у вас ничего не получится, понимаете? И когда такая идея навязывания именно, что получается? Что звезда была перевернутая. А на самом деле вы звезда, вы молодец, вы красавица. По этой карте сильный иммунитет, выздоровление. Вы идете своим путем, вы добиваетесь огромнейшего успеха. Огромнейшего. Давайте еще посмотрим, какие советы дадут карты. Не торопитесь. Эта карта в перевернутом движении говорит: не торопитесь. Не торопитесь делать выводы. Потому что выводы – это самое сложное и опасное. Это опасности, карта опасности, колесница. Часто события разворачиваются, из которых можно взять выжимку удачи, выжимку успеха. Но мы не берем это, потому что мы торопимся делать неправильные выводы. Вот жизнь как течет и течет. Но каждый из обстоятельств сделал свои выводы. И вас увели в сторону. Вам навязали, видите, что у вас на дне колоды? Это рыцарь Пентакли. Вам навязали неправильные выводы. Кстати, рыцарь Пентакли в прямом движении. Не слушайте неправильных выводов. Это хорошие новости. Это о том, что будут деньги. Это может быть встреча мужчины приличного, серьезного, работящего, который заработал своим трудом огромное состояние себе. И он ищет вас, потому что он серьезный человек, серьезное намерение кого-то. Или же ваш мужчина, если до сих пор он не просто лежал на диване, или, может, там он выпивал. Ну, все, кто выпивает, серьезно. У всех у них есть ментальные заболевания, которые нужно лечить. Алкоголь сам по себе отпадет. Уже ученые заметили, что алкоголизм – это не болезнь. Это просто неправильное лечение того, что можно лечить правильным путем. Понимаете? И он сейчас возьмет себя в руки. Он начнет... Ну, во-первых, нужна, конечно, помощь. Или медицинская, или альтернативная, но какая-то помощь нужна человеку. И он встанет с этого дивана, он будет хорошо зарабатывать. Или, может, вам до сих пор не везло, видите? Потому что другие люди хотели вами управлять. Они вам что-то навязали. На уничтожение работают дьявольские, сатанинские силы. Вы сейчас знаете, эти дьявольские, сатанинские силы сейчас как никогда активно на уничтожение работают. Ну, смотрите, у вас хорошие новости. Конь – это ресурс, это ваши таланты, это ваши руки умные, голова умная. И вы добиваетесь, чего хотите. Это выигрыш в суде, потому что вы правы. Это выгодная покупка или продажа. И вообще-то Пентакли – это же не только деньги. Это помощник, это радость. Я больше не буду рассматривать, это было дно колоды, карта вывода. Итак, все понятно здесь, да, девочки? Я очень хочу сейчас посмотреть на Кипер. Кипер дает такие практические советы очень. Но вот здесь были практические советы, тоже дали Таро. Стабильность в энергии. Вы вернете свою силу, вы поправитесь, если вы болели, или ваши родственники. И вы поймете, что не нужно бояться жить. Вот по двойке меча перевернута, это такая идея, да. И главное, что вы звезда, не забывайте об этом. Ну, посмотрим, что Кипер скажет, да. Я обожаю Кипер. У меня есть уроки по всем системам. Если кому надо, обращайтесь ко мне на сайт. Написано «Richard Gutteher». То есть это благородный, достойный человек, который хочет выйти к вам на связь, который хочет вам помочь, который хочет вам дать дельный совет или любит вас. Смотрите, деньги на столе. Вы получите помощь от какой-то организации, вы получите помощь, может, от государства, вы получите помощь от своей работы, или вам сын, отец поможет. Но это очень хорошая карта. Кто-то о вас заботится, состоятельный человек. Или это вы состоятельный человек. И прекратятся ваши страдания.
Эта карта называется заботы, страдания. Понимаете? Kummer und Widerfertigkeiten. Что опять пришли страдания. Вы так думаете, потому что двойка меча перевернутая. Страдания уходят, они не просто пришли, они уходят. Они просто вам опять показаны, чтобы вы сказали им «нет». Трюбе Геданкин, не волнуйтесь о каких-то переживаниях, о каком-то отчаянии. Это карта какого-то отчаяния. Девочки, которые сейчас смотрят меня, они отчаиваются. Не отчаивайтесь, потому что помощь на пороге. Вот такой расклад. Помощь на пороге. Еще спросим у Кипер, давайте, да? Что еще будет у вас? Смотрите, какие карты. Только прямые смотрятся на Кипер. Hauptperson – это главная персона. Это карта вопрошающего. Это карта или партнера вопрошающего. И поэтому то, что сейчас будет сказано из вашего рода. Потому что вот это ein Todesfall – это ваши родовые корни. Ушедшие в мир иной предки, хранители рода, кураторы рода, которые сейчас вышли и говорят, у вас сейчас идут перемены, eine Veränderung, перемены. Видите, какая карта перемен? Уже все вещи в повозке, уже белая лошадь, это, конечно, вы в лучшую жизнь идете, это намек на лучшую жизнь Таро. У вас есть возничий, то есть сам ангел везет вас. Сам ангел везет вас, вот здесь ворота в новую жизнь, портал. А слово «порт» — это же по-французски, по-моему, дверь, да? Портал в новую жизнь. Вот это портал. 2 портала, выбирайте один. А там в новой жизни все есть для вас. Вы сейчас переезжаете или в материальном мире, или в духовном, или в эмоциональном, переезжаете в лучшую жизнь, где нет критики, где нет подкладов никакой гадости нет от других людей. И высшие силы, кураторы рода говорят, что вам сейчас высшие силы готовят перемены. Не волнуйтесь, вы не одни. У вас вот этот возничий, это ангел ваш, ангел-хранитель, который помогает вам. И кураторы рода говорят, не волнуйся, не бойся, потому что вот эта карта тоже страхов. Ангелы знают, сколько страхов у вас. И все, что мешает жить, это страхи. А жизнь вообще, она даст очень хорошие подарки, когда человек начинает не бояться страхов. Здесь исцеление от страхов, внутренних каких-то страхов. Но то, что у вас будут перемены, это 100%. Но у разных людей разные перемены. У кого в личной жизни, у кого в профессии. Но перемены точно будут, да? Eine Reise. Видите, какие перемены? Вот этот лес – это ваше подсознание. Это ваш внутренний мир, космос, который нужно обживать. Почему мы говорим, там, развиваться нужно? Я вам скажу одно. Вы развиты. У вас внутренний мир развит. Он совершенен. Вам только нужно его обживать. Видите, золотая дорожка? И вы входите в этот свой внутренний мир и начинаете его обживать. И что в нем есть во внутреннем мире? Мысли. Мужчина о вас думает или вам вот думать нужно о том, что вы хотите воплотить в жизнь. И еще нужно делать не то, чего хочется, как по Лобковскому, а то, что можете в данный момент. И все, и делать это как можно с большим удовольствием. То, что можете. А не то, что не можете, или то, что хотите, а то, что можете, делайте. Seine Gedanken, кто-то думает о вас, кто-то любит вас, кто-то вам хочет помочь. Gerichtsperson, какая-то казенная персона хочет помочь, выписать вам какой-то документ, дарственную, на владение чего-то. В общем, какой-то официальный документ готовится для вас. Высшие силы думают о вас. Это же тоже высшие силы, хотят вам помочь в чем-то. Я так люблю эти Кипер, я просто их обожаю. Давайте еще посмотрим, что еще у нас здесь есть. Хаус, ура! Смотрите, military person, это милитарная персона, это значит режим дня, организованный дом, в котором все на своих местах, чистая уборка, может какой-то маленький ремонт нужно сделать. Организованный дом – это то, что вам нужно, или квартира. Все на своих местах. Это мужчина в доме, которому можно доверять. Он как военный. Сказал, сделал. Почему мы любим военных? Вот я помню девочки из моей юности. Почему? Ну, у нас все девочки мечтали выйти замуж за военного. Но если у инженера было 100 рублей зарплата, то у военного 350.
офицера, да? Все хотели за военного. Но мне мама говорила, что смотри только на душу, не смотри на кошелек. Ну, может, она и не права была, я не знаю, на то и другое нужно смотреть, да? Вот. Здесь почему нам нравятся военные люди? Не только за их кошелек. Конечно, мы, девочки, не меркантильные. Когда мы смотрим на кошелек мужчины в любом возрасте, нам нужно, чтобы он был дисциплинированный и интересный человек. Потому что интересный человек любит заработать. Это такой кураж жизненный, да, у него. Нам нравятся такие деятельные мужчины, такие яркие. А если он яркий, он и заработать любит. И потратить на любимую девушку, женщину любит. Но нам нравятся военные еще по другой причине. Не только потому, что у него есть денежки, он позаботится о детях. Еще другая причина. Он аккуратный, потому что многие мужчины неаккуратные. И не только аккуратный он, но он тоже дисциплинированный. Сказал, сделал. Да, он такой вот собранный. Помню вот из своей юности. Был сосед, он инженер был. Такой умный, очень умный. Но вот не был собранный. Я не говорю, что все инженеры не собранные, конечно. Но вот я помню со своей юности, что человек такой хороший, но не собранный. Его жена была всегда такая несчастная, потому что денег не было. А вот рядом был человек, кстати, не военный, тоже инженер. Видите, профессия не играет роли. Но такой собранный. Он еще где-то подработку брал. Вот тогда только компьютеры входили в обиход. Ну, вот они были какие-то странные такие, и всех боялись. Да, это было очень давно. Очень-очень давно. Но у него у первого в городе был компьютер у этого человека. И он очень хорошо зарабатывал. Видите, от профессии ничего не зависит. Просто собранный человек. Это не только военный. Может быть, инженер, пламер, то есть слесарь любой. Неважно. Главное, что собранный, старается для дома. Вот такой мужчина вам или по судьбе, или ваш такой станет, потому что он квантово смотрит этот расклад. Или это вы. Если мы, девочки, у нас в чем не собранное заключается? Ну, мы мороженое любим, там нам жалко себя-то вкусненько вечером, да, или тортик. Я обожаю, каждый день у меня тортик. Каждый день кусочек тортика, всю жизнь так живу. Потом, чем мне обижаться, что у меня лишний вес? Девочки, когда говорю о себе, это вас касается. Потому что я как пример привожу, я рискую о себе говорить, ну, чтобы вам помочь. Может, нам нужно больше собраться, чтобы этот тортик не есть. У кого-то бокал вина лишний на ночь. У кого еще что-то, у кого жалость к себе. Собраться нужно. Собрать себя, ну, не то чтобы в кулак, в свои руки. Ваша жизнь в ваших руках. Взять себя в свои руки. И получите от Вселенной Geschenk bekommen. Получите подарок от Вселенной. Подарок для дома. Кто-то вам подарит дом. Наследство может. Понимаете? Вот этот мужчина, или вы сами себе купите подарок. Здесь так интересно. И мужчина с цветами подарок готовит, и у вас уже свой подарок есть. А рыбы – это деньги. Видите, рыбы здесь движутся туда-сюда, то есть деньги приходят. Вот, и здесь намек на то, что жизнь будет давать подарки. Может, подарок в дом купить, какую-то красивую обстановку. Так, все, я увлеклась и приводила свои примеры, поэтому я знаю, что этого нельзя было делать. Сейчас коршуны очень хотят, чтобы я где-то что-то такое сделала, что мне можно было бы сказать плохие слова. Но коршуны, зачем вы это делаете? Вот, ну, все эти примеры, они для вас были. Сейчас карту ангелов открываю, но хочу просуммировать в любом случае. Для дома будут подарки, или же дом улучшится, или купите новое жилье. У вас будут перемены. Меняйтесь изнутри себя, и тогда ваш внешний мир тоже изменится. Потому что внешний мир, он зависит от того, что у вас внутри, очень сильно. Вот. Хранители рода вышли на связь, сказали, что у вас точно будут перемены, но вы не должны их бояться, потому что ангелы вам помогут. И кто-то вас думает. Кто-то хочет вам дать средства какие-то. Смотрите, кто-то переживает о том, что у вас нет денег, хочет вам помочь. Вот, девочки, такая выжимка, суммирование, да? Смотрим ангела. Это очень мощный ангел, очень мощный. Ангел причастия. Смотрите, 19 номер, 1 плюс 9 – это 10. 10 – это 1 опять, это новый виток вашей жизни. Точно, этот ангел говорит о тех переменах, которые были показаны и в Кипр, и в Таро были показаны перемены. Помните, я вам говорила об этом? Я не могу повторить все, потому что из потока беру слова. Здесь ангел номер 1. То есть вы лидер своей жизни. Ангел поможет вам стать лидером своей жизни. Очень мощная карта.
Это 1 на 5. А вообще номер 1 ангел – это Михаил. Да? Это не Михаил, но номер 1 намек, что этот ангел работает в компании с ангелом Михаилом, ну, в одной упряжке. И называется этот ангел, вот написано Элемиях. Элемиях. Можно его просто называть ангел. Не нужно говорить Элемиях, если не хотите. Во многих культурах он называется Элемиях. Это ангел возрождения и обновления. Не зря я говорила о причастии. Где я говорила, девочки, о причастии? Вот я уже даже не помню, потому что я из потока все беру. Причастие – это сопричастным быть, да? Как причастие Христа и так далее, сопричастие. И вот причастие в жизни. То есть вы возрождаетесь теперь, сейчас. Это возрождение и обновление. Ангел возрождения. Этот ангел работает со стихией вода. У нас у всех есть 4 стихии. У всех есть стихия вода. Стихия вода – стихия обновления, омовения, оздоровления. Это очень важно. Это стихия положительных, тихих, спокойных эмоций. Это очень важно, да? И ассоциируется вода обычно с новой жизнью. Вот и все. Позитивный опыт жизненный, позитивная жизнь. Элемиях приносит новую жизнь. Обновление, да, вот здесь вообще речь идет о переменах очень сильно. Этот ангел, он возвышается именно над водой. Когда вы возле водоема, вы пьете достаточно воды, всегда в этой воде есть вот эта ангельская энергия Элемиях. Обновление, освежение, омоложение организма. Организм молодой, красивое лицо, омоложение организма. Очищение от негатива. Вот это то, что дает ангел Элемиях. Потрясающе. Я счастлива это все видеть для вас. Ангел вас благословляет, будет вам помогать. Высушит ваши слезы, например, да, если слезы соленые, их нужно высушивать, потому что жить нужно дальше, в жизни будут позитивные перемены, говорит ангел Элемиях. Не расстраивайтесь, не печальтесь, не грустите. Расскажите о своей грусти ангелу Элемиях, и он заберет у вас этот тяжелый крест грусти. Это вам гарантировано, дорогие мои. И да будет так во веки вечные. Аминь. Видите, здесь, потому что вы очистились, такие цветы расцветают. То есть ваша внешность хорошеет, ваши финансы улучшаются. Такие красивые цветы. Не знаю, ли видно вам, девочки? Эти все карты золотые, но, конечно, на камеру не видно, но вы внутренними глазами видите всю эту роскошь, да? Я знаю об этом. А я скажу со своей стороны, что для меня большая честь делать для вас расклады. Если под видео у вас красным написано «подписаться», вы не подписаны. Нужно нажать на это красненькое, и слово «подписаться» будет серенькое, как котик серенький. Да? Это значит, вы подписаны. Подписывайтесь, потому что здесь все для вас. Я с вами дружу, потому что делаю расклады вам. И если вы подписались, это все очень для вас полезно. А также полезно для вас выражать эмоции. Вот слово «эмоции» — это, кстати, от воды, да? И это означает во внешний мир, и это внешне. Эмоция, движение. Когда мы выражаем эмоции, это хорошо для здоровья. Поэтому YouTube сделал пальчик вверх или вниз. Это не для ютубера. Это для того, кто смотрит, выразить эмоцию. Понравилось, не понравилось. Сейчас, прямо в это время, оцените мою работу. Это хорошо для вас. На здоровье это. Нажмите «понравилось» пальчик вверх или пальчик вниз «не понравилось». Выражение вашей эмоции очень полезно. А я знаю, что мы точно с вами и очень скоро увидимся. И еще я знаю, что вы будете очень счастливы. До новых встреч, уважаемые друзья. Пока-пока.